Друзья, всем привет! В первую очередь всех с наступившим 2025 Новым Годом. Будем надеяться, что этот год будет лучше предыдущего. А сегодня в этом видео я расскажу вам о том, как же сделать полный бэкап ваших видео с вашего канала, если вы боитесь потерять свой контент. Поехали! Итак, дорогие друзья, начало 2025 года в сообществе YouTube Республики Беларусь, конечно же, началось достаточно печально, потому что в конце декабря, к сожалению, из Беларуси ушел Google AdSense, и мы, белорусские блогеры, к сожалению, полностью потеряли возможность монетизации своих каналов. Теперь из Беларуси каналы с белорусскими AdSense не монетизируются. Также из всех щелей прут новости о том, что, к сожалению, YouTube в нашем регионе вообще чуть ли там не заблочить могут. Поэтому возник страх о том, чтобы потерять свой контент. Ведь на самом деле то, что начиналось с хобби, переросло в нечто большее, и свой канал я активно уже веду порядка 3 лет. Честно, это даже доставляет какое-то удовольствие, это способ самовыражения. И чтобы не потерять свой любимый авторский контент, который был выстрадан, высниман, был холен и лелеян, и смонтирован, и выложен для вас, дорогих подписчиков, чтобы вы наслаждались теми или иными видео, находили ту или иную полезную информацию. Конечно же, в первую очередь возникает вопрос, а как же все это дело на всякий случай сохранить? Как же сохранить свой контент, чтобы, не дай бог, если действительно, вот как в один день от нас ушел AdSense, также может уйти и YouTube, чтобы все это не кануло в лету. И расскажу вам про два способа. Первый способ будет, наверное, не совсем правильным, но самым простым. Вам нужно зайти в свою творческую студию на канале, перейти в раздел «Контент», нажать здесь на любом абсолютно видео, а в дальнейшем, если вы хотите сохранить, то на каждом своем видео надо нажать 3 точки и нажать «Скачать». Все достаточно просто. Дальше вы скачиваете его туда, куда хотите. Пожалуйста, я себе скинул видео на рабочий стол. Можно его посмотреть в свойствах. И мы видим, что видео, которое, кстати, длится достаточно немало, это крайнее видео про Geely Atlas Pro наш, которое я выкладывал, оно длится 20 минут. По размеру оно всего лишь 131 мегабайт. Да, в данном случае, если вы скачиваете таким образом, YouTube очень сильно ужимает качество видео. Оно весит всего лишь 131 мегабайт. И если мы посмотрим во вкладке подробно, то увидим, что оно идет в разрешении 1280 на 720 и с полностью убитым вообще в ноль качеством. То есть килобит в секунду здесь практически нет. Хотя я выкладывал его в хорошем качестве, в Full HD, и весило оно в исходнике что-то в районе 2-3 гигов. Честно, не помню, но сам факт. Качество здесь зажато просто до минимума. Но все равно таким способом мы можем сохранить всю свою библиотеку. Итак, перейдем ко второму способу. И этот способ я бы назвал самым правильным для полной архивации нашего YouTube-канала, наших видео и даже метаданных с него. Что для этого нужно? В первую очередь мы опять же открываем Google и забиваем в нем Google архиватор. Жмем поиск. И сразу же второй строчкой мы видим Google Takeout. Это и есть Google архиватор. Родная утилита для полной архивации любых данных, которых связаны у вас с Google. Не нужно пользоваться никакими сторонними приложениями, никуда на торренты не лезть, ничего качать, ни в коем случае никакого доступа никаким приложениям к своему аккаунту не давать, исключительно родным Google архиватором. Все уже придумано. То есть мы переходим в Google Takeout. И, пожалуйста, нас сразу встречает Google архиватор. Ваш аккаунт, ваши данные, считает Google. Экспорт данных из вашего аккаунта Google для создания резервной копии и их использования в стороннем сервисе. Допустим, как вариант. Я уже на самом деле попробовал сделать один экспорт с тестового аккаунта, и сейчас покажу вам, как все это дело выглядит. В первую очередь необходимо выбрать нужный для вас Google аккаунт. Обратите внимание, в том ли аккаунте вы находитесь, где находится ваш канал. Я выберу свой тестовый, чтобы продемонстрировать вам, как это происходит. Пожалуйста.
Следующее, что нам нужно сделать, это выбрать данные, которые мы будем архивировать. А Google на самом деле знает о нас все. Он предлагает сделать экспорт аж из 63 в данном случае пунктов. То есть он предлагает сделать полную архивацию Google аккаунта, истории аудио с телефона, там разные местоположения, диктофон, Google Диск, задания, игровые сервисы и так далее. Поэтому вы представляете, сколько нас вообще данных собирают? Это прям вот дичь. Но нам все это в данный момент не нужно. Мы это все ставим «Отменить выбор» и спускаемся в самый низ. Выбираем YouTube и YouTube музыка. Нам потребуется только это, ведь мы хотим сохранить только наши видео. При этом можно зайти еще выбраны все данные YouTube и посмотреть, что из этого мы будем как раз таки сохранять. Я отменю выбор всего, выберу только видео и метаданные по видео. Все, больше нас ничего не интересует. Жмем ОК. Далее переходим к следующему действию. Жмем «Далее» и выбираем тип, периодичность и способ получения экспорта. В способе получения можно выбрать по ссылке в Dropbox, OneDrive и Box. Мне кажется, самым удобным это по ссылке. При этом нам придет ссылка на электронную почту, через которую мы просто скачаем наш архив видео. Электронная почта, кстати, будет использоваться та, которая привязана к данному аккаунту, который мы делаем бэкап. Дальше мы можем выбрать частоту экспорта. В данном случае мы выберем однократный экспорт. Можно выбрать, конечно, регулярные, но нам это сейчас не нужно. Также выбираем тип файла, тип архива zip либо tgz, я выберу zip, и размер файла в гигабайтах, ведь архив может быть на самом деле огромный. Он может разбить на несколько частей для удобства скачивания, и каждый файлик вы скачаете отдельно, после разархивируете архив вместе. Я выберу, допустим, на 10 гигабайт. Все, после этого жмем «Создать экспорт». Получаем сообщение, что начат ход выполнения экспорта. Экспорт может занять сам процесс как несколько минут, так и несколько дней. Когда все будет готово, мы получим на электронную почту письмо, зайдем, проверим и все скачаем. Ну а дальше ждем. Дальше на электронную почту нам придет два письма. Первое вот такого вот содержания. Вам получен запрос архива данных из сервисов Google для конкретного аккаунта. И тут написано, что мы отправили вам письмо, так как получили запрос. Вы ли это были, не вас ли ломают. Следующее же письмо будет конкретно уже с ссылкой на архив. Позже на нашу электронную почту переходит письмо вот такого содержания. Ваш аккаунт, ваши данные, ваш запрос на создание копий данных из аккаунта Google выполнен. Вы можете скачать файлы до 16 числа. Ну вот у меня с 9 по 16. То есть мы видим, что ссылки действуют 7 дней. После этого мы можем сразу скачивать. Вот, пожалуйста, у меня на 4 архива все это дело разбито. Либо можем перейти опять же на страницу takeout.google.com, зайти обратно же в наш аккаунт, и здесь мы увидим в историях нашей операции экспорта сразу на главной странице последний экспорт файлов. Здесь мы можем показать списки экспорта, пожалуйста, вот эти 4 архива, и просто выкачиваем их на компьютер, и вуаля, наш архив сохранен. Что мы можем увидеть в самом архиве? Ну вот, пожалуйста, я скачал 4 своих файлика, открываем и видим внутри обзор архива, страничку, видео, которые здесь есть, скачанные из того аккаунта, который у меня был как тестовый, и метаданные данного видео. Ну и что же касается самих файлов. Как я уже говорил, первый способ очень сильно ужимал качество нашего видео, то есть 20-минутное видео весило 131 мегабайт. А в данном же случае, вот, пожалуйста, я распаковал один из архивов, посмотрим любое из видео, кстати, все разложено по папочкам, видео и метаданные отдельно. Пожалуйста, видео, это я когда-то игры пробовал записывать свои. Возьмем любой файлик, зайдем в его свойства и увидим 752 мегабайта. При этом 752 мегабайта всего лишь на 3 минуты видео. Все Full HD, то есть изначально как и заливалось на YouTube. И как видим, все в отличном битрейте. Не там до 1000, как было сжато и скачано первым способом, а уже именно
34 тысячи. То есть это изначально то качество, которое и заливалось на YouTube. YouTube сохраняет все эти видео. Все это можно скачать в первозданном виде. Ну, а что касается метаданных к видео, то они идут в формате CSV. То есть, если мы ее просто откроем Excel, то мы увидим абракадабру непонятную. В кучу все смешано. Что здесь и как, не совсем ясно. Ну вот видите. При этом, если эти файлы добавить в ту же самую Google таблицу, обычные, да, онлайн Google таблицы бесплатные, то, пожалуйста, файлик видео CSV нам полностью по столбикам раскладывается во всех пояснениях. Здесь мы имеем идентификатор видео, его приблизительную продолжительность, язык аудио, категорию, в которой все это дело размещалось, полное описание, все теги, полное название, как оно было обработано, то есть вся инфа уже непосредственно здесь. И если в дальнейшем вы захотите где-то заново реинкарнировать данное видео на каком-нибудь другом канале или другом источнике, то, пожалуйста, все данные у вас изначально остались. Подытожим. Первый способ – это способ быстрый и для ленивых, скажем так. Данные сохранятся, но далеко не в лучшем качестве. Второй способ – это самый идеальный вариант, который подходит для полного бэкапа наших данных с нашего канала. При этом все сохранится с метаданными и в первозданном виде, что, в принципе, и хочется сделать. Правда, место это займет огромное количество, если у вас достаточно большой канал. Так что, как-то так, дорогие друзья. Кому было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядывайте в описание. Ну, а мы все-таки продолжаем. Всем пока!